Где там кися? Где-то кися там в кустах сидит. Где-то там. Хочу трубу повесить. Эта труба была, значит, в ящике за $25, который я купила в Гудвилле. Мы купили. То я все якаю. Только я не понимаю вообще. Похоже на как елочная игрушка, но может это просто труба. Я хочу повесить. Вот так, может. Странная игрушка. И труба странная. Так, это надо отрезать. Здесь, походу, был ценник. Что-то явно не то. Вообще это красиво на каминную полку, на что-то такое, но у нас такого ничего нету. Я даже не знаю, то ли их приспособить на крыльцо, обмотать перила, то ли вот вообще куда, то ли вообще никуда. Но здесь смотрится чересчур массивно. Надо как-то... То ли в одну линию. Ну, это вообще как будто кто-то... Не знаю. Пусть полежат, пока я подумаю. Может, кто-то лучшие идеи предложит. Особенно с проводами шикарно смотрится. И с вот этой приставкой, которую я убрать не могу. Дети ж играют. Смотри, какая маленькая Валя. Что мы, значит, пакуем? Это посылка одному покупателю. Он заказал несколько пар обуви, там куртки, боксы. Это я даже не знаю. New Balance, наверное, да? Вон N стоит. Такие бруксы желтенькие. А я пакую джинсы Gap. Такие классные, широкие штанины. Спорт-бра Брукс. Достаточно такой вот хороший, как бра. И где-то продается 18, 20, 25 долларов. И это Uniqlo сумка, я показывала полумесяцем, такая мягонькая. Это такие вот пестики для игры в VR очках. У нас есть, но что-то сын сказал, что ему не надо. Не хочет. И я их продала. Сегодняшний наш тортик. Точнее, Пашин. Паша испек два этих таких больших коржа. И из вчерашнего мы сделали один тортик. Разрезали его. А вот это второй тортик. В общем, мы объедаемся тортиками. И нам это очень нравится. Вот, меня спрашивали, не слишком ли... Мне периодически, кстати, писали за эти годы, не слишком ли мы много едим мучного. Я не знаю. Ну, как-то так была воспитана, получается, бабушка очень много пекла, мама пекла пирожки. И вот у меня очень теплые воспоминания в связи с этим. Свекровь приезжала с пирожками, там, со всякими такими вкусняшками. И вот это как-то запоминалось, и дети вспоминают. Вот уже живя здесь в Америке, вот какие-то вот такие вот вкусные вещи, как бабушки готовили, что-то пекли, привозили. И я не представляю, если честно, в принципе, такую теплую, уютную домашнюю атмосферу без выпечки. Для меня это выпечка, это как-то у нас повелось. Возможно, кто-то просто не готовит, не печет. Не то, что не готовит, не печет. Вот, покупное что-то не то, а домашнее это то самое. Поэтому для кого много, а для нас вот самое то. Жизнь очень такая, знаете, вот короткая вообще вещь. И вот иногда сидишь, диета, что-то ПП, МП. А, извините, ладно, не хочется о плохом говорить, но, в общем, заканчивается жизнь неожиданно и не по тому поводу. Да, так что не хочется себя ограничивать. Жизнь не такая вот сложная штука, печальная порой, сложная, хочется подсластить ее. Так что кушаем, продолжаем кушать. Мия! А ну вылазь. А ну вылазь из елки. А когда будут игрушки, то уже будет не так смешно. У нас новый тортик. Крем. Половинку. Бисквит вообще сегодня шикарный. Пушистый. Мастерство растет. Красота. Как-то на бока надо нам добыть крем. Друзья, всем большой привет.
Мы собрались по магазинам. Погодка... Пока погодка позволяет это делать. Не сильно холодно. Снегопад ожидается ночью. Едем с Валей. Может быть, зайду в Гудвилл какой-нибудь. Иду! Хочу посмотреть еще какие-нибудь украшения новогодние. Чем мне нравится вот Гудвилл. И вот Гудвилл вообще называю. Я так и не понимаю, как правильно, куда ударение ставить. Я то туда, то сюда. Мне нравятся там украшения, потому что там попадаются такие вот старинные, с историей. Вот выхолощенные какие-то вот новенькие, знаете, глянцевые, это все хорошо. Это мне тоже нравится, но вот нравятся какие-то деревянные вещи. Типа вот Валеного адвент-календаря. Допустим, вот такие, они будут дороговато стоить в обычных магазинах. Ну и плюс их просто может не быть, а там есть и статуэтки, какие-то подсвечники интересные. Вот, поэтому украшения прям хороши там. У нас сегодня пасмурно. Приехали в Гудвилл для начала, это Кристал Лейк. И здесь все магазины сосредоточены в нашем городке, их мало. Здесь все разные одежные и неодежные, какие-то лапки на этом, на машине. Здесь музыка орет. Новогодние смотрим, украшения разные. Горит? Белым только. Это на елку. Это красиво. Да, на елку, точно. Их там очень много, да? Да, они уличные, такие крепенькие, видишь? Ну, нормально, нам тоже пойдет на елку, можно на улицу. И вот эти тоже горят. Тут можно проверить. Мы проверили. Работает. Которые у нас нет. А тут еще в прошлый раз стояли такие фигуры рождественские. Так что смотреть, нету ничего. А? Рос. Приехали в Рос. Посмотреть, что тут. Давно не были. Были последний раз в Каролине. Здесь бьюти раздел. Это большой очень Рос. Такой крупненький. У нас был маленький. В 2 раза, наверное. Здесь недорогие товары есть, которые специально для Роса. То есть брендовые, допустим, вещи, но специально для Роса. То есть они более дешевые. В чем-то не такие, допустим, качественные. Вот Тахари. Смотрим шапки. Так интересно они. Привязали к шапкам перчатки. Вот так и меряешь. С перчатками на голове. Здесь, значит, цены $8-9. Вот такие всякие. Что-то ты неправильно надела опять. Теперь туфельки. У Вали концерт будет. О, мне вот эти подходят. Не, ну ты обуйся и встань. Посмотрим. Не мешает. Что это вообще? Конечно. О, нет. Я ненавижу этот запах. Я хочу его. Я не люблю такой че. В общем, здесь фишка в недорогих ценах, уценках всяких. $6 разных брендов и прочее. Все, закупились. Все для Вали. Все, последний магазинчик. $1, 3. Посмотрим. Не знаю, что-нибудь посмотрим. Давай. Мы еще придем. А потом у нас остается опять на годы вперед. О, лопата. Смотрите. Лопата. У нас есть лопата. Не надо пока. А зачем? А что ты хочешь? Ты что, уже подарки даришь? Мини Gingerbread House. Красиво. Уличная, вот, ну, опять из дерева все. Ничего себе. Вот это я понимаю. Повесить себе. Что-то, мне кажется, он будет болтаться на ветру, то так переворачиваться, отпугивая белок. Вот я думаю, повесить себе на дверь. Мне очень нравится, если честно. Не, ну как нравится, но... Снеговичок так милый. Ну, что-то еще хотела. Что-нибудь другое. Ну, я возьму, наверное. Это все несерьезно. Вот так это. В Гудвилле все гораздо красивее. Взяла рог.
и такой этот, короче, перетяжку. Луни. Печенье, вот такие корзинки, сразу 2 штучки. И вот эта удобная полка, это разделитель такой. Ставишь. И сверху можно еще что-то. Ну, такая на ножках полочка. Тапки такие нашли. Все, закупились. Всякие, ну, это сок в школу, там еще чипсы, там еще печеньки. И все, и уже ночь. В общем, мы купили сетку. Такие сетки, такими сетками украшают кусты, всякие там, не знаю, деревья, в зависимости от размера. Вот, мы купили. О, это красиво, только опять нам не хватило в результате, да? Они не горят. Да, ёшкин. Что нам так везет? А ту давай переставим вниз. Где наша та нижняя, которая горела? Или она встроена в елку? Это просто... Это там сделано, где-то лампочка сгорела. Блин, ну что такое, а? А красиво, кстати, да? Вот они равномерно так распределены. Очень красиво, кстати. Я хотела сказать, мне показалось на минуту, что елка крутится. Вот как-то так. Но это пока что. Я положила, что было. А то неудобно. Вот у меня тут, так что снимаю, вот у меня тут коробка. Можно сверху коробки прям. Но это я часто пользуюсь, поэтому даже не знаю. Нужно сверху коробки поставить, чтобы вторым рядом. Вот внизу я не часто пользуюсь, там какие-то контейнеры вообще не нужные. Вот сверху можно что-то положить. Потом подумаю. Я знаю, что контейнеры я сейчас туда переложу. Пищевые такие. А это вообще отсюда убрать. Это я временно пристроила. Вот так. Ну, мне и больше, конечно. Так. Можно еще одну купить. В принципе, нормально. Вот это снять. Так, ну что, приступаю к разбору этой коробки. Стояла она у меня долго. Попросили показать, что в ней лежит. Напоминаю, это коробка из Гудвилла, из секонд-хенда за $25. Очень тяжелая была коробка, очень. Вот она полностью была забита игрушками. Вот, смотрите, какой прекрасный наборчик. Это аналог Sylvanian Families. Ну вот я еще не поняла, кто это конкретно. На ноге что-то написано, вообще не различить. Здесь есть аналог Sylvanian Families, но я забыла, как называется именно. Ну, возможно, это из Китая. Вот они новые, но носики потерлись из-за того, что, видимо, где-то валялись. Ну, так они вроде как новые, вот они пристегнуты. Дальше, если коротко, да я еще не разобрала. Вот я раскладываю по кучкам. Это DC Comics. Вот эти все фигурки DC Comics. Вот они. Нужно еще чистить, они грязненькие. Вот здесь Marvel. Очень много из Макдональдса фигурок. Что-то я уже опубликовала, но я буду переопубликовывать, наверное, какими-то лотами, что ли. Вот такой страшенный волосатый мужик. Джек Пацифик. Вот такой. Даже не знаю, кто это. С какого-то фильма, мультика. Здесь кучка ноунейм. Вообще непонятно что. Сюда я складываю игрушки из Бургер Кинга. Кошка. Это просто миньоны, их тут много. Часть принадлежит к Макдональдсу, часть просто, опять же, ноунейм. Лего нашлось. Вот такой человечек. И что-то мне напоминает. Не помню, из какого. Что это такое? Из какого-то мульта, может, лего-фильма. Не знаю. Это что? Это вообще старое. Что-то его, возможно, придется выкинуть. Вот такой ангелок. Мне нравится, я себе оставлю. Тяжелый. По-моему, это дерево. Вот тут на срезе видно. Prey. Красивый такой ангелок. Всякого рода машинки. Disney. Что-то из Hot Wheels. Фигурки Megablocks. Пока 3 нашла. Ну и все, дальше копаемся. Здесь черепашки-ниндзя. Такой пакет. Вот, не знаю, они принадлежат одному бренду или тут разные, просто собраны все черепашки-ниндзя. Сейчас буду доставать, смотреть.
Вот тоже какой-то пакет. И я вижу, здесь такая мозаика у нас была. Вот тут инструкция. Все поняла. Это робота собрать, это не мозаика. Я думала, это как мозаика у нас такая была. Но этот в нормальном состоянии, а его дружок плох. Это, мне кажется, я уже показывала. Йода, малыш. Это что это у нас? Это у нас Lucasfilm. Lucasfilm. China. И он должен работать. Сейчас включим. Что ли, ездит. Тоже no name. Какой-то горящий человек. Реально, наверное, он как огонь символизирует. Вот такие еще две принцессы были. И сюда их поставила, потому что у одной туфелька теряется. Это с других находок, с бинов лего. Такой мешочек чего-то лежал. Тоже еще не знаю даже, что это. Вот тут инструкция. Вот какие-то мелочи, какие-то тоже человечки. Сейчас посмотрю, что это вообще за... Это мусс. Что такое мусс? Что-то знакомое. Такой милый жирафик. Степ написано. Не знаю, что такое степ. Вот, надо какую-то кучку придумывать. Вот тоже DC Comics. Вот у меня уже собралось DC Comics. Можно вот так вот лотом и продать, посмотреть, что почем. Макдональдс. Ну, Макдональдс, дело в том, что у них же каждый год там разные коллекции выпускаются. Даже не каждый год, а в год по несколько разных. Поэтому сложно. Это надо рассортировать по коллекциям именно. Вот это, например, из Тора. Из Тора у меня уже две есть. Вот Тор продать несколько. Что тут еще найти? Вот такая у меня есть какая-то. Я даже не знаю. Вот Пират 1. Ну, в общем, так... Вот, миньоны, например, тоже попродавать. Это из этих, скажите мне, бурундуков. Вот, тоже, смотрите, это вообще очень что-то странное. Это куча Микки Мауса. Надо открыть и посмотреть, почему, что это вообще за коллекция разноцветные Микки Маусы, сидячие. Написано Дисней. Вот, смотрите. Вот Дисней. У меня руки, это ж я одновременно еще фотографирую, это маркер. Я подписываю. Вот такие Микки Маусы. Вообще любопытно, зачем. Ну, зачем-то, наверное, тоже нужно погуглить, для чего они. Вот. Мешок Микки Маусов Дисней. Это у моего, по-моему, старшего сына. У старшего и у среднего была такая, как дорога или машинки из дерева. Вот, одна штучка. Дисней, помните тачки? Тоже вот из Диснея, из тачек у меня две машинки, но они что-то так себе. Они даже три. Ну, тоже можно продать. Это вот какой год? Может, это 2006, может, это супер, знаете, лохматый раритет. Но игрушки, как бы, ну, так себе продаются, если честно. Не все продается так. Это DC Lego. Вот смотрите, Lego, пожалуйста. А что он такой большой? Что-то странное Лего. Это дупло, что ли, такое? Это Фанко из игры Fortnite. Это я уже гуглила. Много Бэтменов. Много. Вот просто жалею, что у меня дети уже повырастали. Они были бы рады. Вот раньше покупала им всяких Бэтменов. Этих Человеков-пауков. Это вот. Это DC Comics. Вот такая кучка. Просто если поштучно продавать, например, он там один будет стоить, там, ну, не очень дорого. Там 6-7 долларов, может, что-то там 5. Какие-то мелочи вообще по 4 доллара. А если ты кучкой продашь, то это уже другое дело. Вот, тоже сюда, наверное, видимо, тоже DC. Вспомнила. Это Calico Critters у них называется. Такие фигурки, но я не знаю, это именно этот бренд, либо это Китай, подделка. Но этот красивенький. Смотрите, какая прелесть. Вообще классный. Это тоже Фанко. Тоже из игры какой-то, видимо. Просто Hasbro. Такой мэн. Я уже запуталась, если честно, где у меня что лежит. Посмотрите. Какой-то король. Красавчик. Король с челюстью, как будто деревянный такой вот. Челюсть у него выдвинутая. Тоже DC Comics. Что так они наделают вообще? О, вот видите, у нас уже коллекция собралась. Мне нравятся такие маленькие Фанко. Поштучно, опять же, вот это стоит 3 доллара или 4 на eBay. Может, он даже никому и не нужен. Вот если бы они висели, я бы, может, даже их себе оставила на елочку. Пряня из Шрека,
который разговаривал. Сейчас не разговаривает. Макдональдс. Вот еще одна фигурка. Джекс Пасифик. Смотрите, какой мужчина. The Rock. Это, видимо, к Хэллоуину. Мишка тыква. Набор каких-то овощей резиновых, типа ластиков. Без бренда. 2 друга из Бургер Кинга. Губка Боб. В общем, у меня видео сегодня. Называется «Распаковка огромной коробки с барахлом за $25». Bitty Juice. Это фильм, да? Я вот не смотрю фильмы ужасов, но я как бы чуть-чуть в курсе. Но я не смотрю. Короче, это из фильма. Я поняла. Это лего для Макдональдса. Приехали. Это все лего для Макдональдса, получается. Да, это лего для Макдональдса. Я и думаю, что такое-то вообще странное. Ну, собственно, вот так вот. Вот такой объем работ мне предстоит. Надо все это почистить. Больше всего DC героев и Макдональдса. Christmas лист Вали. В общем, здесь одежда. Skin care. Ну, то есть уход за кожей. Дальше Other — это другое. Это значит, что это такое вообще? Это кружка Стэнли. Очень популярная, модная Roblox. Gift-карт. Неправильно записала. Как слышу, так и записала. И игрушки. Время 11:30 ночи. Я не знаю, видно, не видно? Лунный нос. Снег идет. Засыпает опять. Здесь все чистенько было. Сегодня Виталик чистил. А уже за короткое время вот так нападало. Полностью пошкрябана была лопатой. В общем, там снегопадик такой наметился. Кстати, мокрый, по-моему. Ты куда? И вот такие фонарики теперь у нас по периметру всей гостиной. Вот так. Красиво. Мне нравится. Вон, ты чем это хрустнула там? Зубом своим? Или рогом бычьим этим? И Пашин шедевр на сегодня. Приготовил печенье шоколадное. Очень такое... Ну вот оно сейчас подсохло, но серединка мягкая остается. Рецептов вообще не знаю, он сам находит, сам готовит. Основное американское блюдо готово. Привет, поняшь. Собакам и детям снег нужен. Взрослым уже не так. Смотрите, какую я вкусняшку приготовила.
Это такой быстрый десерт. Накопились яблоки. И здесь яблоки, собственно говоря, кусочками. И шоколадный мусс. То есть шоколадный мусс с яблоками. Готовится все быстро в микроволновке. Мусс из молока. Что там еще? Сахар, какао и немного крахмала. Чтобы все это дело схватилось. Можно с яйцом. Я не захотела в этот раз с яйцом. Вот, но с яйцом тоже можно, естественно, как крем такой вот заварной шоколадный получится. Вот тут кусочки яблок. Для тех, кому все некрасиво, не смотреть. Не смотрите. Переключите, перемотайте, короче. А я буду кушать. Это очень вкусно. Это очень вкусно и нежно, попробуйте. Яблоки у меня сами по себе мягкие, такой сорт. В общем, они разошлись еще больше в микроволновке, они такие нежные получились. Ну, можно сделать и хрустящие, можно еще орешками посыпать. И нежный вот этот шоколадный мусс, это очень вкусно. Очень вкусно, шикарно. Давно не пекла, все время Паша что-то готовил. Стало мне тут стыдно. Решила сделать булочки сегодня. Такие плюшки-ватрушки. С творогом будет часть. И другая часть вот с малиновым вареньем. Тесто. Вот такой творог. Он солоноватый. Я сахар добавляю. Это вот он мелкий. Здесь крупный, такой зерненый. Это такой вот мелкий, более-менее нормальный. Чуть-чуть солоноватый буквально. Мне нравится вот вообще. Я посахарила. Отлично. Ну вот, творожные, малиновые, плюшки-ватрушки, булочки для особо ленивых женщин. Вкусно. Милашино тесто, напоминаю, по какому рецепту я готовлю милашино тесто. Результат. Вещаю из подвала на фоне галстуков. Вот, мы взяли в секонд-хенде галстуки и никак их, кстати, не выставим. Хотим выставить таким единым лотом. Сейчас я так поняла, что какие-то опять проблемы с Ютубом, даже у тех, у кого их не было. Вообще, это странная, конечно, ситуация. Я так читаю в течение вот этого всего времени, как эти проблемы вообще у людей начались. И получается, что у кого-то он есть, у кого-то его нет с самого начала, у кого-то VPN работает, у кого-то он не работает, у кого-то он платный, у кого-то бесплатный. В общем, какая-то такая неравномерная немножечко ситуация получается. Просто хотела напомнить, что мой канал есть на Дзене, и ссылка есть в описании канала. Единственный минус в том, что, ну, может, не единственный, мне вообще Дзен вообще ни разу не нравится. И как блогеру не нравится, и как зрителю, ну, как зрителю я вообще там ничего не смотрю абсолютно. Ну, вообще. Но вот еще такой минус, что я там выкладываю видео попозже. Я уже рассказывала, монетизации в Дзене у меня никакой абсолютно нет. Это просто вот люди просили еще очень давно, и я создала специально для этого канал на Дзене. Мне с этого абсолютно ничего нет. Еще что мне не нравится, то, что там бывает такая, как сказать, залетная публика, которая и канал не смотрит, то есть не мои зрители постоянные, подписчики, а просто вот какие-то люди вот забежали, оставили, как говорится, свой след, не самый лучший в истории, и убежали. И в конце видео еще хотела сказать, сейчас такое вот предновогоднее настроение, предрождественское. У кого-то оно есть, у кого-то его нету. У тех, у кого его нету, я желаю, чтобы оно у вас все-таки появилось. Создавайте настроение сами, вот что хочу сказать. Так как я вот, как видите, в видео стараюсь появляться такой вот более-менее оптимистичной, радостной. Никому не нравится смотреть на ноющего блогера, на страдающего, а мы живые люди, у нас все бывает в жизни. Но вот
когда ты начинаешь какие-то вот такие подвижки делать, украшения дома, подготавливаться, пошел там в магазинчик, купил одну игрушку, пошел там другую, там сегодня рецептик посмотрел, завтра что-то украсил, повесил там на дверь, там, фильм посмотрел, мультик с детьми. Вот это вот все вот из мелочей формируется настроение. Оно само по себе не появляется. Это как вот в детстве ждешь какого-то там чуда и живешь какими-то там, не знаю, надеждами, что оно само все возникает. Во взрослой жизни ты понимаешь, что надо самому вот это вот свое чудо, именно свое, создавать своими же руками. Тогда все у нас будет хорошо. Вот таким образом я себе повышаю настроение. Вот мы уже наряжаемся, наверное, ну вот несколько недель, вот так вот по чуть-чуть. То повесишь, то повесишь. Так что чего и вам желаю. Ну а у кого это настроение присутствует, то как бы продлите его подольше, и пусть оно с вами будет до праздников и после праздников. На этом видео заканчиваю. Желаю вам всего-всего-всего самого хорошего, доброго. И до встречи в следующих влогах. Пока!